Сегодня поговорим о том, как творческий объект стал пророческим артефактом, предопределившим судьбу автора. Это 5-й выпуск короткоформатной программы «Урожай», где я рассказываю об экземплярах из своей коллекции, их авторах и о чем-то значимом лично для меня. Перед вами леопардовая овца, работы художницы из Гонконга Кэрри Чау. Абсурдная и странная, это тиражная скульптура, одна из 200 изданных к выставке «Дети Индиго». Выставка была посвящена детям с новым созданием и миссией спасти мир. Кэрри превратила площадь Таймс-сквер в Гонконге в сказочный ландшафт. Огромные 3D-скульптуры на улице и интерьерная экспозиция работали как единая сцена. Проект готовили целый год и был открыт на Рождество и стал ярким городским событием. Художница вспоминала, что все время, пока экспозиция была открыта, стояла ясная погода, а дождь начался лишь на следующий день после демонтажа. Итак, частый образ в ее работах — это черная овца. Это идиома наподобие нашей белой вороны, которая обозначает того, кто не вписывается в рамки и кто идет против статус-кво. В разных вариантах черной овцы, это вот леопардовая черная овца, Кэрри изображает ее с чем-то во рту, с кистью, с маленькой куколкой и крошечными альпинистами на голове. В этой версии леопардовой черной овцы видно, как овца несет во рту маленькую куколку за платье. Визуально это похоже на то, как кошка переносит котенка за загривок. Этот мотив легко считывается как забота о внутреннем ребенке. Тема, к которой Чао потом вернется в мастер-классах и в своих благотворительных проектах. Так вот, на момент создания этих работ Кэрри была на пике публичного успеха. Несколько соло-проектов, масштабные инсталляции в публичных пространствах, а также сотрудничество с брендами, такими как Fendi, Google, Levi's, Nike, Samsung. А в 2007 году она открыла собственную галерею Wun Ying Collection Gallery в центре Гонконга. Но вот парадокс. Когда она создавала эту черную овцу, она уже чувствовала пустоту. А творчество превратилось в конвейер. Рисование стало механическим, только ради продаж и признания. Она создавала образ бунтаря в виде вот этой черной овцы, но при этом оставалась внутри системы. И в 2010 году она сделала нечто неожиданное. Она уволилась из всех проектов, закрыла студию, отказалась от успеха и денег, от стабильности и решила перестать делать ненужные товары и вернуться к чистому искусству. Эту решимость она подкрепила действием. Она не просто уволилась и ушла отовсюду, она отправилась в одиночное путешествие. Амазонка, остров Пасхи, Бутан, Боливия. По ее рассказам, Кэрри переживала там лишение, но, чувствуя собственную малость, она снова соединилась с природой и чувствовала себя живой. Вот так черная овца стала реальностью. Кэрри буквально воплотила свой автопортрет 2007 года в жизнь, и фигурка оказалась пророчеством. После возвращения из путешествия, из такого саббатикала, Кэрри Чао регулярно выступает, ведет мастер-классы по иллюстрации апсайкл-скульптуре. Она привела свою жизнь в порядок, к некому балансу, и работает не только с собственными проектами, которые, понятно, уже не гонятся за моментальным успехом, но и привела в порядок прочие сферы своей жизни, такие как здоровье, этику и работу с сообществом. Эта фигурка напоминает нам, что иногда автор создает себя в искусстве раньше, чем в жизни, и о том, как важно слушать и слышать себя. Это был 5-й выпуск программы «Урожай». Меня зовут Сергей Сафонов, и мы увидимся в следующих сериях, где я расскажу о других экземплярах своей коллекции и о людях и компаниях, которые их создают.